Путин раздаст кредиты дружественным странам на 1,6 триллионов рублей. Об этом говорится в проекте бюджета на 3 ближайших года. И это примерно 40 бюджетов в Воронеже, или Иркутска. Сейчас путинские друзья должны России уже порядка 3 триллионов рублей. Рекордсмен по задолженности – Беларусь. Помимо Лукашенко кредиты получают Турция, Египет, Индия, Иран и Китай. С вами Нехта. Все самое важное и интересное на этот час. Более миллиона людей покинули зону боевых действий в Ливане, а Израиль запретил въезд Генсеку ООН. Любой, кто не может однозначно осудить отвратительное нападение Ирана на Израиль, как это сделали почти все страны мира, не заслуживает ступать на израильскую землю. Украина потеряла Угледар, но пропагандист Соловьев признается, что не время пить шампанское. И мало это те комментарии, которые были сделаны людьми с большими погонами, они как-то так вот сейчас к ним не возвращаются, а ситуация очень сложная. Такаев готовит огромный подарок Путину. В Казахстане собираются построить АЭС в заповедной зоне. 6 октября будет референдум в Казахстане, 7 октября у Путина день рождения. Результат этого референдума, я считаю, что решен заранее. Доброе утро, дорогие зрители! Не проходите мимо. Если вы нас смотрите сейчас, поставьте лайк этому видео. Так наш ролик YouTube покажет еще большему количеству людей. Ну а мы врываемся в новости. Израиль послал генсека ООН вслед за русским кораблем. Отныне Антонио Гутерриш персона нон грата, заявил глава МИД Исраэль Кац. Он обвинил генсека ООН в бездействии. Накануне Гутерриш осудил в соцсети X эскалацию на Ближнем Востоке и призвал к прекращению огня, не упомянув при этом ни Израиль, ни Иран. Любой, кто не может однозначно осудить отвратительное нападение Ирана на Израиль, как это сделали почти все страны мира, не заслуживает ступать на израильскую землю. Это генеральный секретарь, который еще не осудил резню и сексуальные зверства, совершенные убийцами из Хамас 7 октября, и не предпринял никаких усилий по объявлению их террористической организацией. Генеральный секретарь, который поддерживает террористов, насильников и убийц из Хамас, Хизбаллы, хуситов, а теперь и Ирана, родины мирового террора, останется пятном на истории ООН. Тем временем израильские войска проводят наземные бои на юге Ливана. Армия обороны Израиля подтвердила, что их солдаты уничтожают позиции Хизбаллы. По данным властей Ливана, около 1 миллиона человек вынужденно покинули свои дома. Цахал призвал их держаться подальше от объектов Хизбаллы. Беженцам помогают представители Красного полумесяца. Первое, о чем я подумала, это взять с собой одежду, чтобы можно было переодеться. Если я куда-то доберусь, только самое необходимое, а также лекарства. Конечно, потому что я принимаю их от многих заболеваний. Больше ничего, никто не заботится о таких вещах, как дом и другие мелочи. Никто не думает об этом, потому что в такой момент страх берет верх. Хочется выбраться живым. К 2051 году население Украины сократится почти в половину, до 25 миллионов человек. Кабинет министров утвердил демографическую стратегию. Согласно данным переписи населения, в 2021 году в Украине проживало почти что 50 миллионов человек. По оценке Института демографии и проблем качества жизни Национальной академии наук Украины, в январе 2022 численность населения уменьшилась до 42 миллионов человек. Ну а на июль 2024 на подконтрольной Украине территории живут только 31,1 миллион. Среди причин сокращения населения правительство прежде всего называет войну, миграцию, сокращение рождаемости и рост смертности, а также старение населения. Среди украинцев в Польше все еще не нашлось достаточного количества желающих для формирования украинского легиона. Об этом заявил польский министр нацобороны Владислав Косиняк-Камыш изданию «Виртуальная Польша». Напомню, что в июле премьер-министр Дональд Туск подписал с президентом Зеленским соглашение, согласно которому должен был быть создан легион из украинцев, проживающих в Польше. Желающие должны были быть обучены и вооружены. Польская армия должна была отвечать за обучение, а Киев за набор. Однако желающих оказалось мало.
My nie odpowiadamy za rekrutację. Мы не несем ответственности за вербовку. Количество людей, которые должны были вызваться с украинской стороны, слишком мало. Ожидания вначале были очень высокими, что может быть сформирована даже одна бригада, то есть несколько тысяч человек. Однако этого не произошло. Ну а тем временем в Люблине уже начал работу первый рекрутинговый центр. Подать заявку можно и через его интернет-страницу. Кремль не получал запросов на телефонный разговор Шольца с Путиным. Об этом заявил Песков. Пресс-секретарь диктатора Кремля утверждает, что Путин открыт для диалога, хотя сейчас общих тем для разговора Москвы и Берлина на поверхности нет. Накануне немецкие СМИ написали, что Шольц хочет позвонить Путину в ближайшие недели, впервые с вторжения России в Украину. В частности, издание Die Zeit со ссылкой на источники сообщает, что канцлер ФРГ собирается созвониться с Путиным перед саммитом G20 в Рио-де-Жанейро в ноябре. Как таковых общих тем на поверхности нет. Наши отношения, они сведены фактически к нулевому состоянию и не по нашей инициативе. Это инициатива Берлина, как и других европейских столиц. Но президент неоднократно говорил, что он открыт для диалога. Абсолютно он был и остается открытым для диалога. После оккупации разрушенного Угледара армия РФ может продолжить наступление на северо-восток от города. Военные блогеры и западная пресса анализируют результаты занятия войсками РФ города в Донецкой области. Военный аналитик Ян Матвеев отмечает, что РФ может развить наступление войск, а факторы, которые могут сдержать его, это укрепленные районы ВСУ, распутица и большие потери в войсках оккупантов. Постепенно, да, это не будет там за неделю, даже за месяц, но постепенно, рубеж за рубежом, украинским войскам придется отступать. И, судя по всему, это приведет к падению Курахова. Прежде всего, возможно, в потенциале и Великой Новоселки. Это если украинские военные не смогут выстроить плотную оборону, если они не смогут создать действительно подходящий, качественный рубеж с минными полями, вот такой, который был у российской армии, в районе Работина, например, да, который, чтобы пересечь, нужно прям очень серьезные усилия приложить. Тогда, безусловно, если они это сделают, тогда российские войска замедлятся. Вторая причина, по которой может остановиться это российское наступление, это силы кончатся. Все-таки российская армия расходует их очень серьезно и огромные потери несет, это никто не отрицает, даже Z-военкоры российские, но тем не менее, сейчас пока силы есть, они наступают, поэтому вот можем только предполагать. Ну, плюс еще есть фактор погоды. Эксперты Американского института изучения войны считают, что переход города под контроль российской армии вряд ли кардинально изменит ход наступательных операций на западе Донецкой области до следующих крупных центров десятки километров открытых пространств. Тем временем в эфирах у пропагандиста Соловьева расстраиваются огромным потерям собственной армии под Угледаром и сокрушаются бездействованию командования в Курской области. Шампанское открывать рано, несмотря на все успехи наших вооруженных сил за последнее время. Обстановка достаточно сложная, и противник не демонстрирует ничего такого, чтобы говорило о его там ослаблении. Ну и, кстати, несмотря на некоторые заверения на начальном этапе, которому уже месяц, о том, как быстро мы решим проблему в Курске, что-то пока я не вижу никакое быстро. И мало это те комментарии, которые были сделаны людьми с большими погонами, они как-то так вот сейчас к ним не возвращаются, а ситуация очень сложная. Оказалось бы, тогда обещал день, два, три, и проблема будет решена 2 месяца, и сопротивление вооруженных сил Украины на этом участке линии боевого соприкосновения не то, что не ослабевает, а он продолжает контратаковать. Россия готовится к штурмам на запорожском направлении для полного захвата Донбасса. Об этом украинской службе «Радио Свобода» сообщил спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин. Скопление российской техники в районе Работина подтверждает также спикер 118-й отдельно механизированной бригады ВСУ Дмитрий Пелых. Впрочем, он считает, что целью российских войск является город Запорожье. Спостерігається намагання противника зосередити сили і засоби для ведення
штурмових дій. Підкреслюю, не наступальних дій, а штурмових дій на певних напрямках. Зокрема, це біля Приютного і біля Роботіного. На цих напрямках противник намагатиметься, наприклад, біля Приютного, мета цих дій для того, щоб здійснити штурм і просування в напрямку Великої Новосілки, щоб взяти під контроль саме Донецьку область і ті території, які там залишилися, і перерізати логістичні шляхи до українських з'єднань, які обороняють там і Вугледар, и далее Курахово. В воскресенье в Казахстане пройдет референдум по строительству атомной электростанции в заповедной зоне озера Балхаш. Власти утверждают, что АЭС обеспечит страну дешевой и чистой электроэнергией. Активисты, выступающие против строительства, столкнулись с трудностями. Их мероприятия отменяют. Противники проекта указывают на экологические риски и то, что подрядчиком станет российский Росатом, который попал под санкции США. В эксклюзивном комментарии «Нехта» руководительница казахстанского оппозиционного медиа «Басе» Наталья Садыкова рассказала, что АЭС может стать настоящим подарком для Путина накануне дня рождения. И сделать это хотят на берегу озера Балхаш. И чтобы вы понимали, это уникальная экосистема, и работа атомной электростанции на берегу этого озера повлияет на эту уникальную экосистему. И, скорее всего, температура в озере повысится на несколько градусов, а для обитателей этого озера это будет смертельно. И это будет подарок, кстати, Путину к дню рождения. 6 октября будет референдум в Казахстане, 7 октября у Путина день рождения. Результат этого референдума, я считаю, что решен заранее, потому что на берегу озера Балхаш уже есть строительная площадка, готово все для начала строительства атомной станции. Поэтому то, что будет 6 октября, это будет такое постановочное шоу для видимости демократии. На Камчатке 10 часов длилась операция по спасению 4 косаток. 2 взрослые особи и 2 их детеныша приплыли слишком близко к берегу в одном из лиманов в Охотском море, и там их застал отлив. Более 30 спасателей и волонтеров поливали косаток водой, потому что на мелководье они не могли дышать. Мотопомпу использовать же было нельзя, так как животные боялись громкого звука, поэтому пришлось пользоваться ведрами. Малыш на плаву находится, от матери не отходит. А 3 касатки у нас больших, они на мели. Ждем прилива, поливаем. Все живы, здоровы, все нормально пока. Сообщается, что операция прошла успешно и все животные спасены. На этом у меня для вас вся информация. Спасибо, что поддерживаете нас материально. Постоянных донаторов вы видите на экране, поэтому становитесь спонсорами, нажимайте кнопку «Супер спасибо» под видео. Все виды поддержки в ссылке в описании под этим роликом. Также призываю вас пользоваться VPN, статья «Как вы можете это сделать» по ссылке в описании к видео. На этом все. До новых встреч!